Мужчина нашел в лесу совсем одних лысых детенышей. Он даже представить не мог, кого именно спасает. Тихий, странный звук заставил Артема остановиться посреди густого леса. Вокруг стояла тишина. Только ветер качал ветки деревьев, а под ногами шуршали мокрые листья после ночного дождя. Сначала мужчина решил, что ему показалось, но слабый писк повторился снова. Он пошел в сторону звука и вскоре заметил старое поваленное дерево. За его корнями, в холодной земле, находились маленькие существа, которые едва двигались. Артем замер от удивления. Перед ним лежали несколько крошечных малышей. Они были почти без шерсти, их тела дрожали от холода, а глаза еще даже не открылись. Они выглядели настолько слабыми, что казалось, без помощи они не переживут эту ночь. Рядом не было ни матери, ни следов других животных. Только влажная земля, опавшие листья и холодный лес вокруг. Мужчина осторожно поднял одного детеныша. Он был легким, словно пушинка, и почти не чувствовал тепла. Артем понял, если оставить их здесь, они погибнут. Не раздумывая, он снял куртку, аккуратно завернул малышей внутрь и понес их домой. Всю дорогу он переживал, успеют ли они выжить. В доме мужчина подготовил для найденышей теплое место. Он положил их на мягкое одеяло, включил обогреватель и начал искать способ накормить малышей. Они были настолько маленькими, что даже не могли самостоятельно есть. Первые часы были самыми тяжелыми. Один из детенышей почти не реагировал, другой едва двигался. Артем постоянно проверял их дыхание, согревал руками и осторожно давал им специальную смесь. «Держитесь, маленькие, вы справитесь», — тихо говорил он. Всю ночь мужчина почти не спал. Он боялся отвернуться даже на несколько минут. Каждый слабый звук заставлял его проверять, все ли с ними хорошо. К утру произошло маленькое чудо. Все малыши были живы. Но Артем понимал, что ему нужна помощь. Он отвез найденышей к ветеринару. Специалист внимательно осмотрел их, сделал несколько проверок и неожиданно улыбнулся. Интересно. Многие бы подумали, что это обычные детеныши каких-то домашних животных. Но это совсем не так. Мужчина удивленно посмотрел на врача. Тогда кто они? Ветеринар осторожно показал ему особенности их тела. Это детеныши бурундуков. Они совсем маленькие и еще не успели покрыться шерстью. Скорее всего, их гнездо разрушилось, а мать не смогла вернуться. Артем не мог поверить. Все это время он спасал не неизвестных малышей, а детенышей диких зверьков. Врач объяснил, что без постоянного ухода они бы не выжили. Но мужчина уже принял решение. Он не собирался бросать их. Его дом постепенно превратился в маленький спасательный центр. Повсюду лежали теплые ткани, специальные корма и маленькие бутылочки. Каждый день начинался с заботы о малышах и заканчивался только поздно ночью. Недели проходили одна за другой. Детеныши становились сильнее, у них появилась шерсть, они открыли глаза и начали осторожно исследовать окружающий мир. У каждого появился свой характер. Один был самым любопытным и постоянно пытался выбраться из коробки. Второй был спокойным и осторожным. А самый маленький, которого Артем сначала боялся потерять, оказался настоящим бойцом. Соседи узнали эту историю и начали помогать мужчине. Кто-то приносил необходимые вещи, кто-то интересовался состоянием малышей. Дом, который раньше был тихим, теперь наполнился движением и жизнью. Но однажды самому слабому бурундуку снова стало плохо. Он перестал активно двигаться и почти не реагировал. Артем сразу отвез его к ветеринару. Ночь он провел рядом с малышом, держал его в руках и надеялся, что тот снова начнет бороться. И когда первые лучи солнца появились за окном, маленький бурундук вдруг пошевелился. Он открыл глаза и тихо издал звук. Артем облегченно улыбнулся. Прошло еще несколько недель. Лысые малыши превратились в маленьких пушистых бурундуков, которые прыгали, играли и больше не напоминали тех беспомощных существ, найденных в лесу. Но мужчина понимал, однажды придет время отпустить их обратно в природу. Когда этот день наступил, Артем отвез бурундуков туда, где для них был настоящий дом, в тихий лес, вдали от людей. Перед тем, как скрыться среди деревьев, один из них остановился, посмотрел на мужчину и будто на мгновение задержался. В тот момент Артем понял, иногда даже маленькое доброе действие может изменить чью-то жизнь навсегда.
Он спас этих крошечных существ, но вместе с ними они спасли и часть его самого.